привет! Меня зовут Калинина Татьяна, и вы на канале Deep Sky Astrology. На этом канале мы с вами изучаем влияние неподвижных звезд, комет и других объектов глубокого космоса на гороскоп человека и влияние на нас. Сегодня мы с вами поговорим о звезде Бетельгейзе. На самом деле это огромный красный сверхгигант, который находится в созвездии Ориона. И нам только кажется, что это маленькая звездочка на небе, потому что минимальная светимость Бетельгейзе 80 тысяч раз больше светимости Солнца, а максимальная светимость этого объекта в 105 тысяч раз больше солнечной. Созвездие Ориона одно из самых известных в астрономии, и именно в нем располагается звезда Бетельгейзе. Это правое плечо Ориона, это одна из главных звезд этого созвездия, имеющая красный цвет. Как я уже сказала, это красный сверхгигант. Бетельгейзе активно теряет газ из своей атмосферы, и самый главный вопрос астрономии, когда взорвется Бетельгейзе, потому что красные сверхгиганты после того, как у них заканчивается запас водорода, взрываются, оставляя после себя огромное красивое облако, которое уже называют туманностями в дальнейшем. Это сейчас мы видим с вами Бетельгейзе как звезду красного цвета, а в первом веке до нашей эры Птолемей описывал ее как звезду желтого цвета. Поэтому превращение Бетельгейзе из желтой звезды в красный сверхгигант произошло примерно с 1 века до нашей эры до 2 века нашей эры, ведь уже во 2 веке нашей эры китайские астрономы описывали ее как звезду красного цвета. Почему мы с вами изучаем этот объект? Зачем он нам нужен? Дело в том, что Бетельгейзе действительно очень активно используется и участвует в событиях мунданной астрологии, а в частности в различных эпидемиях. Звезда Бетельгейзе – это звезда, которая образует накшатру Ардра. В индийской астрологии, то есть в сидерическом зодиаке, с 6 градусов 40 минут близнецов до 20 градусов близнецов. В период, когда Раху двигается по накшатре Ардра, происходят крупные перемены на Земле. Это эпидемии, различные другие неприятности. И эта классическая формула описана в книге доктора Катам-Раджу Нараяна Рау «Мунданная астрология». Действительно, транзит Раху по Ардре и Кету по накшатре Мула вызывает различные катаклизмы на Земле. Интересный нюанс заключается в том, что Бетельгейзе – это переменная звезда, то есть она светится неравномерно, то активнее, то менее активно. Ученые предполагают, что форма звезды картофелеобразная, то есть она не круглая. И как вы видите сейчас на экране, в 2019 году, то есть тогда, когда начался COVID-19, звезда уменьшила свое сияние и стала выглядеть менее активной. Слева это ее обычное свечение в течение последних лет, и справа это ее свет в конце 2019 года, а именно в декабре. Конечно, это фото, сделанное научными телескопами с орбиты Земли, и мы с вами таким образом Бетельгейзе никогда не увидим. Но вот как выглядела эта звезда на небе, которые очевидно показывают, насколько менее яркой стала Бетельгейзе в декабре 2019 года по сравнению с ее обычной светимостью. И период, когда Бетельгейзе потухла, как раз-таки совпадает с транзитом Раху по накшатре Ардра. То есть Бетельгейзе потухла как раз в то же самое время, когда начался COVID-19 и когда Раху транзитом шел по Ардре, накшатру, который формирует данная звезда. Мне показалось это очень интересным, поэтому я решила почитать больше про этот объект и выяснила, что как раз-таки период обращения Бетельгейзе вокруг своей оси составляет чуть больше, чем 18 лет. Это практически полностью совпадает с периодом полного обращения Раху по гороскопу, то есть Раху оказывается на накшатре Ардра каждый раз, когда Бетельгейзе делает полный круг вокруг своей оси. Давайте посмотрим еще раз на перемены в светимости Бетельгейзе. Этот график составлен с января 2019 года. И на первом фото ее обычная светимость, которая примерно в 105 тысяч раз больше, чем светимость нашего с вами Солнца. Как я уже сказала, это нам только кажется, что это маленькая звездочка на небе. На самом деле это огромный объект глубокого космоса, который действительно может влиять на нас. На данном рисунке хорошо видно, что в декабре 2019 года звезда стала значительно меньше по своей светимости,
светимости. В январе также эта тенденция продолжилась. И только после марта 2020 года Бетельгейзе вернулась к своей обычной светимости. Как вы помните, в марте 2020 года мир закрылся на карантин, и COVID-19 вступил в свои права с полной силой. Мне кажется не случайным, что транзит Раху по Накшатре Ардра совпадает с периодами, когда затухает звезда, которая образует эту Накшатру. Только 16 июня 2021 года ученые-астрономы с помощью наземных телескопов определили, что действительно великое потемнение Бетельгейзе было связано с выбросом пылевого облака, образованного в результате выброса плазмы в фотосфере звезды. И я подготовила для вас 5 последних событий, которые вызвали совместно Бетельгейзе и транзит Раху по Ардре в нашей мировой истории. 2019-2020 год – это эпидемия COVID-19. 2002 год – эпидемия SARS, атипичной пневмонии. 1984 год – эпидемия СПИДа, вызванная транзитом Раху по Накшатре Ардра. Очередное распространение холеры, которое началось в 1961 и пика своего достигло в 1970 году. И 5-е событие – 1948 год – эпидемия чумы в Китае. В 1930 году это правило не подтвердилось, но в 1918 мир охватила пандемия испанского гриппа, в результате которой умерли более 20 миллионов человек. Распространение испанского гриппа и нарастание пандемии провоцировалось также тем, что войска в ходе Первой мировой войны активно перемещались по территории Европы. Если вам интересна тема Deep Sky астрологии и изучения объектов глубокого космоса, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и увидимся в следующих видео. С вами была Татьяна Калинина. Пока-пока.